Здравствуйте. Хотел поговорить, тут новости прошли. Значит, буду говорить о двух новостях. Одно так, скажу как бы между прочим, показать кое-что насчет СМИ, а второе более серьезное. Значит, первая новость это то, что вчера еще прошло, что Россия атаковала военную базу Украины, которая находится близко к границе с Польшей, там 15-20 километров. Теперь, ну, атаковали это одно, они атакуют много военных баз, но вот как СМИ пытаются это провернуть, что вот, атаковали совсем близко к НАТО, является ли это намеком на то, что Путин собирается вести войну с НАТО, как отреагирует НАТО, это, понимаете, атаковали военную базу, и в принципе, как бы опять же, уже 3 недели идет эта ужасная война, и атакуют не только военные базы, к сожалению, но вот военную базу атаковали, да, вот на этом должно все закончиться, атаковали военную. Нет, СМИ начинают раздувать, вот, а это всего 15-20 километров от Польши, а Польша является членом НАТО, а что, иногда такое ощущение, и вполне оправданное, на мой взгляд, что СМИ пытаются больше раздуть, чем успокоить. И они пытаются подлить масло в огонь, вместо того, чтобы водой залить, чтобы остыло все. Вот. И я как бы не понимаю вообще, ну как бы я понимаю, если честно, потому что СМИ будет скучно тогда, если ничего такого не будет в мире твориться. Вот. А хлебом надо зарабатывать. Так что, ну вот это вот такой идиотизм, и никто на это не обращает внимания, как бы как должно, а должны были бы. Что почему СМИ, вместо того, чтобы как-то пытаться вести к миру, пытаться как-то успокоить, пытаться как-то отрезвить людей, они наоборот все раздувают больше и больше, и что же будет, и вот, должны же воевать, и НАТО, и Польша, Польша член НАТО. Ребята, атаковали военную базу. Плохо, да, погибли люди там, не знаю, мирные, военные. Кто бы ни погиб, это все равно плохо. Но это то, что это есть, как бы, это новости. Атаковали военную базу. А посмотрите заголовки в иностранных СМИ, там просто чуть ли не уже... Кто-то может подумать, что вообще уже Польшу атаковали. Ну вот так вот. Вот. Но это, короче, такая новость, которая просто показать вам, насколько наши СМИ, вместо того, чтобы вести к миру, ведут только к разжиганию войны. А вторая новость более интересная. Значит, американцы, и опять же я видел интервью и высказывания американских дипломатов высокого ранга, вот, сказали, что они заподозрили, что Китай будет помогать России экономически и военно. И теперь идет разговор, как они это сказали. Как они сказали, будет их реакция. Они сказали, что они потребовали от Китая не помогать России, ни экономически, ни военно, и что вот есть даже высказывание одного из дипломатов высокого ранга, который сказал, что мы не позволим ни одной стране мира помогать России и нарушать как-то санкции. Это вот. Теперь давайте на секундочку остановимся тут на этой теме, потому что я говорил вам уже, как американцы себя ведут по отношению к другим странам и вообще по отношению к миру. В принципе, тирания, это еще раз это показывает, они не попросили Китай не помогать России. Они сказали, мы просим Китай, пожалуйста, не помогайте России. И они не сделали там встречу с Китаем, чтобы попросить. Они сказали, мы требуем, и мы не позволим. Ну, ребята, вы кричите, вот, что демократия, что суверенности страны, вот Украина, например, да, суверенная страна, но Китай же тоже является суверенной страной. Что значит вы обязуете их что-то делать или что-то не делать? Что значит вы требуете? Ну, по какому такому праву? Это не то, что весь мир сказал, что вводит санкции против России. Санкции против России ввели страны НАТО и еще пару стран. Вот. Это же не то, что весь мир ввел санкции. Если бы весь мир решил ввести санкции с одной стороны, а с другой стороны тайно пытался бы помогать, вы могли бы что-то предъявить. Но Китай никогда не говорил, что он собирается вводить санкции против России. Так что как бы, вы же говорите, демократия, ну вот есть страна суверенная, которая решает что-то делать. Почему вы должны ей диктовать, что делать? Она должна делать, у нее есть свой народ, у нее есть своя совесть, она должна делать... Опять же, не говорю, это хорошо или плохо, надо помогать России, не надо помогать России. Просто говорю о том, что как бы отношение Америки.
Они требуют, и они не позволят. Ну как это так? Это же суверенная страна, большая страна, там больше миллиарда жителей, больше, чем Америка страна. Да, менее богатая, но все-таки больше, чем Америка. Что значит, вы не позволите? А если они этого хотят? Ну это же демократия, это как бы суверенная страна, что хотят, то и делают. В принципе. Это же не то, что они же не воюют на Украине. А то, что они хотят помочь русским людям, не хотят помочь русским людям, помогают они Путину или нет, это уже как бы их решение. А вы тут угрожаете и говорите, вот мы не позволим, типа, и намекаете на то, что введете санкции. Ну слушайте, американцы, серьезно подумайте, вы вот против России ввели санкции, и у вас уже с экономикой была задница, а сейчас еще хуже стало. Из-за санкций. И вы сейчас оправдываете все ваши экономические провалы в своих странах тем, что ввели санкции против России. А теперь представьте себе, вы ведете санкции против Америки, против Китая, извиняюсь. Ну, вы понимаете, что будет с вашей экономикой? Какие санкции вы ведете? Я когда был последний раз в Америке, на статую Свободы поехал посмотреть. Красивая статуя, все французы подарили американцам в свое время. Там есть магазин сувениров, прямо под статуей Свободы. И там вот эти вот маленькие статуэтки статуи Свободы. Вы знаете, я посмотрел, это было в 2007 году. Я вот просто посмотрел на эту статуэтку, перевернул, а там внизу написано Made in China. У вас даже самый такой американский символ сделан в Китае. Не говоря уже про всю вашу электронику, про всю ваши телефоны и так далее. Все сделано в Китае. Вы это сделали. Трамп проснулся и сказал, давайте переведем производство обратно в Америку. А вы нет. Вы отдаете производство Китаю. Байдену по барабану, где производят товар. Но вот представьте, вы сейчас урежете. У вас же даже сувениров не будет под статуей Свободы, если вы сейчас сделаете санкции против импорта с Китая. Ну вы вообще понимаете, как бы, о чем базар? И опять же, дело даже не в том, какие у вас будут последствия, если вы решите ввести санкции против Китая. А дело в том, что с одной стороны вы кричите, суверенные страны должны иметь право на собственные решения, на собственную жизнь и так далее. А сами что? Вот это вот есть ролик у меня про Америку в плане мирового господства. Вот теперь представьте на секундочку, если они сейчас себя так ведут, что будет, если у них не будет баланса? В мире должен существовать баланс. С одной стороны Америка и Европа, с другой стороны Россия, Китай, Корея и так далее. Они все плохие, на мой взгляд. Потому что они все управляются правительствами, которые давно надо судить. Потому что все эти политические элиты, вместо того, чтобы думать о своих людях, они думают о своей власти, упиваются ей, свое беззаконие и делают, что хотят. Играют в шахматы людьми. Понимаете? Но вот представьте на секунду, что не будет баланса. Не будет ни России, ни Китая. Вот сделают их нищими, которые не смогут слова сказать, голову поднять. Что тогда будет делать Америка, если она уже сейчас говорит другим странам, что делать, как делать, и все делает так, чтобы ей было выгодно? Понимаете? Вот что, вот как, и весь мир смотрит и говорит, ну это нормально. Да, ну что, ну Америка скажет Китаю завтра упасть на колени, они должны упасть. Америка послезавтра скажет Германии, где покупать продукты, где не покупать продукты, чем кормить их людей, и это нормально. Вот так вот как бы идет. Короче, полный абсурд, и никто не замечает вот настоящие как бы проблемы в мире. То, что Америка такой же тиран, как она пытается описать Россию и Китай. Они все одинаковые. Что Китай, что Россия, что Америка, они все одинаковые, и все их политические элиты надо судить. Все. Байдена, Шмайдена, Путина, ну, китайские имена я произносить не могу, но китайцев надо судить. Всех надо судить, потому что они все делают все не для своего народа, как должны. Они забыли, на кого они вообще работают. Они делают все не для своего народа, а делают все для своей собственной какой-то, для своего собственного какого-то кайфа. Вот этого, что вот они могут сделать это и то. Ребята, проснитесь. Посмотрите на вашего президента в Америке. Чувак еле дышит на ладан. Он уже не знает, что он говорит. У него глаза полузакрыты, иногда ощущение, что он сейчас заснет. Понимаете? И вы пытаетесь, вот он угрожает Китаю. Ну, опять же, я не знаю, что будет, если будет противостояние Китая и Америки, но должен сказать одно, ну, как бы в Китае миллиард, а то и больше миллиарда уже людей, и как бы 30-40%, по-моему, американских продуктов идут с Китая, что-то типа этого. Вот, так что, как бы, ну, это вам не Россия,
Вы в Россию можете забанить там эту нефть, газ, сказать, мы не будем вас брать, потому что это 8%. А ну, с Китаем как-то потяжелее будет. Тут в Канаде, где не посмотришь, у нас все китайское. Все китайское. Запчасти на машину они кричат, вот мы не будем поставлять в Россию запчасти на машину. Так у нас половина запчастей на машину, которые не оригинальные, идут с Китая. Тормоза, тормозные диски, идут все с Китая. Все сделано по патентам, все сделано с европейской, с американской технологией. В Китае сегодня производство, есть технологии всех стран. Телефоны, тормоза для машин, запчасти всякие. Все идет с Китая. Проснитесь, ребята. Чего вы угрожаете? Кому угрожаете и чем угрожаете? И хватит угрожать, просите. Будьте людьми, уважайте другие страны. Поэтому сейчас вы попросили Саудовскую Аравию производить больше нефти, они сказали нет, потому что вы к ним относитесь как к говну все время. И пренебрегаете ими, и презираете их, и просто, ну, для вас они полулюди. Вот так вот вы относитесь к другим странам. Я уверен, что это не американцы так относятся, а вот эти вот политики, которые там сидят и считают, что они пуп земли. Ну вот так вот хотелось высказаться по этому поводу, потому что, опять же, я не говорю, что это хорошо, что Китай помогает России. И да, в принципе, они должны были, может быть, прийти к какому-то мировому понятию какому-то, что вот надо это. В Ираке, например, они зашли, Советский Союз тогда не влазил, ну, Советский Союз тогда свои проблемы были. Но дело не в этом, как бы, там больше стран мира поддерживали эту войну в Ираке, чем сегодня поддерживает Россию. Вы посмотрите, сколько они говорят только про страны, которые, да, согласны с санкциями, да, что-то там делают России и так далее. А есть много стран, на сегодняшний день есть очень много стран, которые не то, что они поддерживают Россию, но они просто не говорят, что делать России, что не делать, а продолжают с ней торговать и так далее. Вот. Венесуэла и тому подобное. Чего же вы им ничего не говорите? Иран. Они продолжают. Им по барабану, что там Америка хочет, что Европа. Им вообще по барабану на Украину, по барабану на войну. Им надо своих жителей кормить как-то. Потому что они не настолько развитые, не настолько богатые, как Америка и Европа. Им надо думать о том, как кусок хлеба своим людям дать. А вы сидите, угрожаете. Не знаю, в Китае больше миллиарда населения, их надо кормить. Для них, если вот они сейчас возьмут по выгодной цене нефть и газ с России или купят активы их компаний, вот для них это на первой очереди, первая важность для них. Что им надо думать о том, что там Америка хочет или Европа? У них с Украиной никаких связей нету вообще. Им надо думать о своих людях. Но Америке надо успокоиться, я думаю, и чуть-чуть изменить тон. Потому что Америка они себя ощущают господами мира. Но я не уверен, что они такими являются. Я не уверен, что они должны такими являться. Потому что у них у самих все нечисто. Ну вот так вот как-то с утречка решил зарядить ролик. Всем хорошего дня. Удачи.